Добрый день, подписчики и зрители канала. Речь пойдет о мойке высокого давления. Приобретал я ее, точно не помню, по-моему, в 2019 году. Как-то один из зрителей мне указал на неточность. На шильдике была одна дата производства, а я указал другую. Потому документы я уже не сохранил. Но в 2020 году она у меня точно была, в 2019. Мойка высокого давления фирмы Чемпион, модель HP 5240, мощностью 2400 Вт. Характеристики ее смотрите в интернете, по-моему, там 140 бар выдает она. Сверху находится бобина, шланг 8 метров. Скажу на опережение, мне этого мало было. Кому-то даже 3 или 5 метрового хватает. Нет, мне не хватало вообще никак. И я докупил шланг 10-метровый, заказал у токаря соединение. Теперь у меня шланг 18 метров. Вот это действительно свобода работы. Объемы работ, выполняемые этой мойкой, очень большие. Почему именно Чемпион? Потому что ценник у него доступен. Вообще, основное большинство людей, если говорят о мойке высокого давления, говорят о керхере. То есть керхер стало это имя нарицательным. Если мойка, то керхер. Других вариантов практически мало кто рассматривает. Я с этим категорически не согласен. Эта мойка, она, по-моему, идет как самая максимальная из Чемпионов, либо предмаксимальная, я не знаю. Сейчас, может быть, вышли новые модели. Немножко сомневался в покупке, конечно, все же привычка там керхер. Посмотрел обзоры, вроде бы конкретно этой модели я не помню, чтобы находил, но не было по Чемпиону каких-то больших проблем, вопросов у кого-то. Заказал в Минске, в магазине, может быть, дело мастера, я не буду говорить, не помню. Ну, в общем, заказал в интернет-магазине, пришла с поломанным корпусом. Когда уже привезя ее на даче, здесь оказалось, ее, наверное, может быть, уронили или что, и корпус был треснутый. Прошло это уже какое-то время, обратился я в интернет-магазин, мне ее заменили. То ли корпус заменили, то ли мойку заменили, я даже не знаю. Ну, как-то без проблем у них этим было. По мойке. Ремонтировать мне ее не приходилось, все с ней отлично. Из минусов скажу, что какие моменты. Это в жаркую погоду, когда на улице плюс 25, долго. Скорее всего, барахлит термореле. Больше 15 минут непрерывной работы она не тянет. Она отключается. Термореле срабатывает, она отключается. Проходит какое-то время, она опять запускается. Возможно, я слишком многого от нее хочу. Либо это любая из моек так реагирует на работу. Ну, это единственный, наверное, минус. Еще минус отнесу. Это касательно всех моек. Пластиковый штуцер с внешней резьбой. Такой нежненький. То есть там очень нежный. Ну, я не знаю, это, наверное, возможно во всех мойках. Того и глядят, ломает. Почему там так все сделано? Накрутил я переходник металлический. Там намотал не фумки, а льна. Стало чуть более удобнее работать. Боялся очень сорвать эту резьбу пластиковую. Мойки высокого давления, как я уже говорил, это только почему-то керхер. Нет, прекрасная мойка, работает прекрасно, давление. Я сейчас покажу хорошее, прекрасное давление. Она, конечно, вообще ни одна из моек не сравнится с мойкой, с автомойкой, где ты денежку платишь и сам поливаешь. Там давление все-таки побольше будет. Здесь чуть слабее давление, но незначительно слабее. Брать ниже слабее этой мойки, да, я бы не советовал. Здесь вот этот именно баланс тот. Автомойка, она не дотягивает до крупных коммерческих, но и слабее это я бы не рекомендовал. Про минус я уже сказал, это пластиковый штуцер. Ну, вот этот бачонок под пену, то есть под средство, я не использую. Один раз попробовал, какая-то не пена, а суспензия текла. Но это, опять же, по-моему, всех моек касается. Купил отдельный пеногенератор, сейчас его лень доставать. Копье родное здесь, быстросъема нету, здесь надо накручивать. Резьбовое соединение. После покупки, поработав с ней, понял, что керхер слишком нахваленная компания, цены у них большие, аналог этой мойки, наверное, К5, хотя я в них не разбираюсь, там вроде бы говорили, что К5 140 бар выдает. Ну, посмотрите сами, я не знаю, мне не особо это интересно. Я знаю, что это, в принципе, флагман у Чемпионов, работает она прекрасно, вот я же сказал, уже повторюсь, купил наверное, в 2019 году я ее купил, лето она отработала, 2020 год лето отработала, 2021
сейчас будет уже сегодня 22-й. 3 года она своих отработала. Перечень работ, которые я выполнял. Мелочь покажу. У меня опалубка была в пленке. Бетон залили, бетон взялся, опалубка ушла в зиму. Не сумел ее разобрать, как-то пришли морозы. Ну и как бы я не торопился со снятием опалубки. Весна пришла, пока начал все разбирал, опалубка начала покрываться плесенью. Для беседки использовал доски с опалубки, они были в плесени. Мойкой отмыл, прекрасно отмывает вообще. Ни плесень, ничего не остается. Сверху подсохло, пропиткой обработал и все. Штроба. Каждый первый, каждый третий ряд штробишь газобетона. Штроборезом прошелся, повыламывал все обломки. Внутри очень много пыли остается. Думал компрессором продувать. Да, ну это пылище, это кошмар было бы. Даже потом вспомнил, что есть мойка у меня. Мойкой, вот именно вот когда я обмывал, я вот эти штробы мыл, вот тогда она у меня периодически отключалась. Ну и на улице жарко было. Там даже не 25, там по 30 градусов было. Отмывает идеально. Все смывает. Остается один газобетон. Залил клей, опустил арматуру вовнутрь. Все. Штроба идеально организованная, собранная. С газобетоном склеилась. Так, покажу вам сейчас шланг. И покажу, что можно ею сделать. Шланг, кстати, купленный. С этим допустил ошибку, не посмотрел. Оказывается, соединение здесь какое-то оказалось не до конца зажатое. Потом, когда уже купил, приехал на дачу, увидел, поленился назад везти. Поначалу было нормально, а потом начало чуть-чуть протекать. Теперь постоянно отсюда водичка течет. И сам по себе шланг, который отдельный, он похуже качеством. Который идет в посудомойке, который идет комплектный с мойкой, он более эластичный, значительно выше качеством. Вот 18 метров. 18 метров это огромный объем. Можно машину обойти с какой угодно стороны. Можно внутри дома делать любые работы. Меньше не советую. Больше можно, меньше нельзя. Хотя больше тоже уже не обязательно. Шланг у меня с центрального водоснабжения. Но также, кстати, эта мойка умеет засасывать воду с бака. Желательно бак разместить повыше. Насос у нее, собственно, присутствует. Но выше характеристики у нее будет, конечно, когда подача воды осуществляется автономно. Купил добавочный фильтр. Советую покупать, если у вас вода не чистая, а с возможностью, с какой-то грязью. Есть прокладка, но недостаточно, если она протекает постоянно. Тут уже на быстросъемы. Шланг желательно подводить, так как тут нагрузка, рычаг большой становится. Надо, чтобы шланг подходил без напряжения. Отовсюду здесь потекло, блин. Это и сами фильтра текут. Ну, текут и текут. Бог с ними. Не забываем про поэтапное включение мойки. Сначала с копья снимаем, не снимаем, а сволочь. Ослабляем форсунку эту. И ждем, пока протечет вода, заполнит насос и зайдет в шланги. То есть, ну, буквально там небольшой промежуток времени, чтобы главная мойка была заполнена водой. Я, кстати, эту мойку оставлял на зиму на даче, в мороз. Просто в обратную сторону отсоединил здесь шланг и компрессором в обратную сторону продул. Перезимовала она прекрасно. Все, мойка создала давление. Свою хозяйственную технику надо периодически мыть, чтобы вид эстетический был и, ну и просто, чтобы чистая была. Копье это не хочется раздеваться. Копье комплектное, так что оно алюминиевое, гнется. Так себе копье, конечно. Видел получше. Что-то с копьем моим вообще стало. Грязь попала, что ли. О. Пока не стукнешь, не заработает. Но это касательно копья. Может, грязь попала просто. Снимает всю грязь. Шины становятся практически новые. Ну что, предпродажная подготовка окончена. Шипчики на месте, можно продавать, покупать оску. Новая МРЛ резина. Так, что еще может мойка? Вот доска, к примеру. Достаточно грязная. Остатки плесени, остатки цемента. Это перемычка вертикальная.
Вот она уже стала значительно чище. Видели, разводы, они пропадают. Сложность этой работы заключается в том, что доска очень сухая. Когда я очистил доски после опалубки, они были сырые, грязь смывалась вообще на отлично. Ну и то прекрасный показатель. Также можно перевести, если вы достаточно романтичный человек, перевести в режим копья, точечного режима, и написать что-нибудь, например. Вот что-то наподобие. Ну, вы знаете, для чего это пишется. Пишется имя супруги, имя подруги, чтобы показать свое отношение к любимому человеку. Как вы видите, слой древесины снимает хорошо. Как в этом месте он на миллиметра на 4. Ой, на какой на 4? Ну, на 2-3 миллиметра. Если долго держать, можно и насквозь пробить доску. Сейчас узнаем, распилит ли алюминиевую банку. Может, кто-то хочет открыть производство по распиливанию банок мойками высокого давления. Я думаю, достаточные характеристики для того, чтобы понять, что дури у этой мойки хватает. Да, возможно, когда шланг удлинился, чуть-чуть с потерей давления составили какие-то, но они крайне незначительные. Бахрома. Банки резать не советую, многозатратное электричество и воды. Но как идея, возможно. Такая вот мойка высокого давления, покупкой этой доволен. Всем советую. Огромный плюс. Шланг всегда есть куда намотать. Даже 18 метров шланга сюда помещается. Впритык, но помещается. Не, ну даже 20 метров сюда намотается. Штатный шланг 8 метров, докупал шланг 10 метров. Переходник металлический. Показывать смысла нет, но если кому-то надо, могу отдельно показать. В природе его не найти. Как-то его организовать невозможно. Только заказывать у токаря. Токарь выточил и все на это. Само соединение получается длинным. Идет на излом. Вы не подумайте, я не каблук. Что изготавливать с помощью посудомойки? Можно делать с помощью мойки высокого давления, в этом видео показал. Советую, хотите керхер покупать, покупайте, значительно дороже, тоже те же функции, вот и определяйтесь. Качество хорошее, пластик дорогой, не дешевый, не хрупкий, никаких проблем с этим нет. Отдельно покупайте пеногенератор, так как эта банка, она просто так здесь стоит. Ведет себя прекрасно, проблем нет. Ну вот с термореле я не знаю, либо это просто действительно он перегрелся, либо термореле китайское, может быть, какие-то проблемы создало, не знаю. Доп-фильтр обязательно ставьте. Чемпионовские фильтры значительно дешевле. Выглядят так же, как и керхера, но при этом значительно дешевле. А так я смотрел, одно и то же. Может, тут внутри нет уплотнителя, может быть, здесь должна быть уплотнительная резинка. Интересно, может, я потерял ее? Ну да, вот причина и нашлась. Силиконовая резинка потерялась. Когда-то я, видно, когда монтировал, что-то я выскочила, она и потерялась. Вот причина. Вот видите, хорошо, что посмотрел. Нашел причину утечки. Теперь надо прокладку вставлять силиконовую. Но отсюда все равно она подтекает. Хотя здесь вот она есть. Здесь все на месте. Возможно, износилась. Она с рубцом имеет, кстати, да. Скорее всего, эта прокладочка износилась, все тоже к замене. Причина утечки устранена, замена прокладок. По мойке сказать больше нечего. Вещь прекрасная, обошлась она тогда в $200 мне. Сколько сейчас она стоит, понятия не имею. Ее рекомендую.